Привет, меня зовут Даниил. Сегодня на гитарную тему. Это видео будет таким предисловием к циклу видео Distortions, в котором я попытаюсь сравнить, хотя бы с какого-то ракурса, различные педали дисторшена и овердрайва, которых у меня за некоторое время скопилось, наверное, больше, чем нужно. Я подготовил несколько минусовок, музыкальных таких примеров. Это не полноценные композиции, это такие, коротенькие примерчики, похожие на музыку, я надеюсь. Не ждите каких-то виртуозных запилов от меня. В каждом выпуске будет своя какая-то педаль дисторшена или овердрайва, через которую я буду играть все гитарные партии. В этом выпуске для установки какой-то нулевой точки отсчета я буду играть все эти гитарные партии на чистом звуке. Давайте я подробнее сейчас все объясню, что касается звука, что и как. Сначала первый пример. Он будет, наверное, самый смешной, потому что для него по задумке требуется такой жесткий метальный дисторшн. Значит, первым делом про гитару. Это Yolanda Diamant. Я понимаю, что это не очень популярная гитара, мягко говоря. Здесь какое-то непонятное дерево. Но здесь такой достаточно классический набор звукоснимателей Seymour Duncan Jazz GB. Здесь у меня есть отсечка на обоих звукоснимателях. Что я буду использовать в некоторых партиях, да? Стандартный строй, да, то есть она настроена в ми. Струны 10-52, медиатор 3 мм, кривые руки. Давайте следующий пример. Как все подключается? В основных выпусках гитара будет подключена в Noise Gate, в петле которого будет подключена педаль дисторшена, и дальше с выхода Noise Gate сигнал будет идти на процессор, на котором настроена эмуляция чистого усилителя. Да, я понимаю, что это немного не то, но доступ к ламповому полустеку у меня есть только на репетиционной базе. Настройки там сохранить невозможно. И если кто-то писал усилитель ламповый микрофоном, он знает, что малейшее изменение положения микрофона меняет звук. И сравнивать, говорить о каком-то сравнении примочек, я бы сказал, совсем не научно, потому что реально я могу записать, в принципе, одну и ту же примочку, сделав ей довольно-таки сильно различающийся звук, просто подвинув микрофон по-другому. И, во-первых, у меня нет здесь лампового усилителя, во-вторых, я хотел такой контролируемый эксперимент. Поэтому здесь у меня Porta Studio Boss BR80 со встроенным гитарным процессором. Здесь настроена эмуляция усилителя Marshall 1959.
Значит, патч очень простой, состоит из усилителя и нойзгейта. Нойзгейт там очень слабенький стоит. Усилитель Marshall 1959, это чистый усилитель, у него нету ручки гейна, хотя здесь она в модели как бы есть, но это потому, что у реального усилителя можно перегрузить вход, а так вообще у него перегруз только оконечника, то есть он начинает перегружаться, когда ему выкручиваешь громкость. И все, в принципе, настройки на середину, там, кроме левела, да. Если кто-то захочет повторить, вот Speaker Sim, значит, стоит 8×12 кабинет, динамический микрофон Shure SM57, вот позиция 5. Вот, при таких настройках и с моими датчиками звук усилителя практически чистый. Если очень сильно постараться, то можно расслышать, ну, такой легкий овердрайв. Давайте послушаем следующий пример. Там будет использоваться в первой партии нековый датчик в режиме отсечки. Теперь хотелось бы пару слов уточнить о том, что происходит у меня со звуком гитары в миксе. Я хочу подчеркнуть, что я не считаю себя великим продюсером, поэтому я не буду учить как свои гитары. Я просто хочу показать, почему звук получился такой, какой он получился. Значит, гитары, во-первых, обрабатываются эквалайзером, но это не сильно меняет звук, просто срезается немножко бубнящего низа. Более сильное влияние на звук оказывает многополосный компрессор, который у меня стоит на мастер-шине, потому что он также работает как эквалайзер и поднимает верхние и средние частоты, делает звук более ярким. Все остальное, в принципе, влияет в меньшей степени. Ну и большинство партий записано дабл-треком. То есть это надо понимать. Ну вот остался последний пример. Значит, у него на ритм партии используется тоже нековый датчик в режиме отсечки, а на соло партии используется, соответственно, бриджевый в режиме хамбакера. И на этом все. Всего доброго. Будьте здоровы.